Вся эта история началась в сентябре 1909 года. В редакцию журнала «Аполлон», только что основанного журнала молодых символистов, пришло письмо. Оно было запечатано черной сургучной печатью с вытесненным девизом «Vale Victis» – «Горе побежденным», и содержало несколько страниц со стихами, написанными уверенным женским почерком. Стихотворные листы были переложены ароматными травами – чабрецом, тамариском, а сами стихи звучали так, как будто блоковская незнакомка ожила и заговорила, переехав перед этим из Петербурга в Испанию. «Ищу защиты в преддверии храма, пред Богоматерью всех сокровищ. Пусть Орифлама твоя укроет от злых чудовищ. Я прибежала из улиц шумных, где бьют во мраке слепые крылья, где ждут безумных соблазны мира и вся Севилья». На конверте вместо обратного адреса стояло только Санкт-Петербург, до востребования Че де Габриак. В те времена открывалась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии, напишет потом Анна Ахматова. И стихи неизвестной поэтессы очень точно совпали с неотчетливо сформулированной, но остро прочувствованной программой нового журнала. Главред «Аполлона» Сергей Маковский, сын известного художника-передвижника Маковского, был очень впечатлен. Это было как раз то, что ему нужно, то, чего не доставало. Стихи были хороши, а главное, очень точно попадали, как мы бы сейчас сказали, в тренд. И в этом тренде личность поэта была столь же важна, как его произведение. Это был мир декадентов, разрушителей старых норм, искателей новых путей. Все интеллигентные люди творческих профессий отчаянно выпендривались. Поэты и писатели заигрывали с идеями саморазрушения, собственной исключительности и смелого шокирующего эротизма. Они обращались за вдохновением то к античности с ее культом тела и наслаждения, то к средневековью с его иступленным мистицизмом и страхом проклятия. Над каноническим бальмонтовским стихотворением не потешался еще только ленивый. Давайте посмеемся и мы. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, из сочных гроздей венки свивать. Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать». 1903 год, господа. «Хочу я зноя атласной груди, мы два желания в одно сольем. Уйдите, боги, уйдите, люди, мне сладко с нею побыть вдвоем. Пусть будет завтра и мрак, и холод, сегодня сердце отдам лучу. Я буду счастлив, я буду молод, я буду дерзок, и я так хочу». Вау! Просто Рамштайн какой-то. Так вот, хотелось бы чего-нибудь подобного от женщин. При этом Мира Лохвицкая уже умерла, Зинаида Гиппиус была уже старой школой, а Ахматова и Цветаева еще не проклюнулись. И тут такая удача. Маковский с энтузиазмом ознакомил с новым открытием других членов редакции. И они согласились, надо печатать. Неясно было только, как сообщить авторше эту радостную новость, но, к счастью, на другой день она телефонировала сама. Голос у нее был немного картавый и приглушенный, голос, каким разговаривают женщины, уверенные в своей неотразимости, как скажет всем Маковский, говоривший по телефону с загадочной чаровницей и совершенно ею покоренный. Из разговора ему удалось выпытать некоторые факты о таинственной поэтессе. Во-первых, звали ее Черубина де Габриак. Она была испанка родом и воспитана в католической вере. Ее мать давно умерла, и она, видимо, была русской. Инфанта, как окрестил ее Маковский, с детства страдала грудью и жила под строжайшим надзором деспота отца и иезуитского монаха. Религия была для нее единственной отдушиной в ее золотой клетке. Впрочем, она проговорилась о каких-то посольских приемах в роскошных особняках на островах.
Короче говоря, к концу разговора Маковский был уже практически по уши влюблен. И во втором номере его журнала было напечатано 11 стихотворений Черубины де Габриак и длинная предварительная статья, написанная в форме гороскопа. Две планеты определяют индивидуальность этого поэта: мертвенно-бледный Сатурн и зеленая вечерняя звезда пастухов Венера, которая в утренней своей ипостаси именуется Люцифером. Их сочетание над колыбелью рождающегося говорит о характере обаятельном, страстном и трагическом. Венера – красота, Сатурн – рок. Венера раскрывает ослепительные сверкания любви. Сатурн чертит неотвратимый и скорбный путь жизни. Это две звезды того созвездия, которое не восходит, а склоняется над ночным горизонтом европейской мысли и скоро перестанет быть видимым в наших широтах. Мы бы не хотели называть его именем романтизма, которое менее глубоко и слишком широко. Черубина де Габриак называет его созвездием сна. Оставим ему это имя. Прошу прощения за длинную цитату, но я хотела, чтобы вы почувствовали общий тон этого издания, чтобы вам было понятно, почему им так в дугу оказались стихи, подобные ее программному: «С моей царственной мечтой одна брожу по всей вселенной, с моим презрением к жизни тленной, с моею горькой красотой. Царицей призрачного трона меня поставила судьба, венчает гордый выгиб лба червонных кос моих корона. Но спят в угаснувших веках все те, кто были бы любимы, как я печалью томимы, как я одни в своих мечтах. И я умру в степях чужбины, не разомкну заклятый круг. Чему так нежны кисти рук, так тонко имя Черубины?» Все, абсолютно все теперь хотят больше узнать об этой восхитительной и загадочной женщине. Маковскому продолжали приходить письма на дорогой бумаге с траурным обрезом. Иногда Черубина звонила сама. Она не давала свой номер телефона, потому что она говорила, что вся эта переписка ведется в тайне от ее отца. И они с Маковским беседовали, Маковский умолял о свидании, Черубина не отказывала, но она и не открывалась. Она говорила ему: «Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце вам подскажет, и вы узнаете меня». Маковский несся на острова, искал ее там в толпе по приметам из ее же стихов. В какой-то момент ему казалось, что он нашел ее, узнал ее, и он потом с торжеством рассказывал ей по телефону, что она была так-то одета и в таком-то автомобиле. А Черубина смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобилях, а только на лошадях. Или же она обещала ему быть в одной из лож Бенуара на премьере балета. Маковский бежал в театр, выбирал там самую красивую из дам и был уверен, что это Черубина. Но на другой день та говорила: «Я уверена, что вам понравилась такая-то», и начинала критиковать выбранную им красавицу. В результате в Черубину поголовно влюбилась вся редакция «Аполлона». Она становится музой всех поэтов и художников. Убежденный в своей непобедимости Николай Гумилев предвкушал день, когда он покорит эту колдунью с червонными косами. Вячеслав Иванов восторгался ее искушенностью в мистическом эросе, удивительном в девице, которой всего 18 лет. Обычно сдержанный художник Константин Сомов почти заболел от попыток вообразить внешность этой удивительной девушки. А Черубина продолжала поражать противоречиями своей сложной натуры, истовой религиозностью и прямо-таки разнузданным эротизмом. «Лишь раз один, как папоротник я, цвету огнем весенней пьяной ночью. Приди за мной к лесному средоточию в заклятый пруг. Приди, сорви меня, люби меня, я всем тебе близка. О, уступи моей любовной порче. Я, как миндаль, смертельна и горька, нежней, чем смерть, обманчивей и горче». Все мужчины были уверены, что Черубина – потрясающая экзотическая красавица, в то время как немногие женщины, работавшие в журнале, с большой иронией относились к энтузиазму очарованных мужчин и злословили, что Черубина, наверное, дурнушка, поэтому она и скрывается так старательно от Маковского. А молоденькая поэтесса Лиля Дмитриева
подруга Волошина, сочиняла смешные пародии на ее стихи, бесившие поклонников Чарубины. Стихи Чарубины де Габриак печатались в «Аполлоне» дважды. Во втором номере за 1909 год, знаменуя блистательное вхождение Чарубины в литературу, и в 10-м номере за 1910, как не менее блистательное и трагическое прощание. Первая подборка была эффектной, куртуазной, пронизанной многозначительными намеками. Вторая была трагической и страстной, совершенно потрясшей 17-летнюю на тот момент Марину Цветаеву, которая даже начала подражать новой богине. Загадочность Чарубины, отказывавшейся войти в очень общительную литературно-художественную среду Петербурга, где все стремились быть на виду, хотели присутствовать, участвовать, красоваться, интриговала всех до истерики и заставляла до бесконечности расшифровывать намеки в ее стихах, пытаясь вычленить из них реальные подробности ее скрытой жизни. Кого она описывает? Себя, кого-то близкого, идеальный образ сказочного двойника или ангела, слетающего к ней в мистических видениях. В овальном зеркале твой вижу бледный лик, с висков опущены каштановые кудри, они как будто в золотистой пудре, и на плече чернеет кровь гвоздик. Искривлены уста усмешкой тонкой, как гибкий лук, изогнут алый рот, глаза опущены. К твоей красе идет и голос медленный, таинственно незвонкий, и набожность кощунственных речей, и едкость дерзкая колючего упрека, и все возможности соблазна и порока, и все сияние мистических свечей. В конце концов, Маковский, совершенно ошалевший от уклончивости и игр своей роковой любви, решил провести допрос прислуги всех богатых дач на Каменноостровском. И, наконец, после долгих бесконечных беганий, потратив кучу денег на подкупы, он ее нашел. «Она внучка графини Нирот», – радостно сообщал он Максу Волошину. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволить себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Чарубины Георгиевны, был здесь у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей, и он все рассказал. У старухи 2 внучки, одна с ней за границей, а вторая Чарубина. Чарубина, видимо, напуганная напором неутомимого поклонника, известила Маковского, что уезжает на пару месяцев за границу по требованию врачей, ну и вообще, что она готовится к постригу в монастырь. Маковский в отчаянии чуть не штурмовал дачу графини. Но тут внезапно вся эта восхитительная история лопнула, как мыльный пузырь. Все началось с дуэли. Нелепой, неожиданной и совершенно необъяснимой с точки зрения нормального обывателя. 19 ноября 1909 года аполлоновцы собрались в мастерской художника Головина, который собирался писать их групповой портрет. И вдруг на глазах у всех Макс Волошин, этот добродушный гигант огромной физической силы, от которого никто и злого слова никогда не слышал, подошел, печатая шаг к Николаю Гумилеву, и закатил ему пощечину с размаха, в полную силу, так что тот чуть не отлетел к стене. Окружающие только ахнули, потом начали оттаскивать Гумилева, который попытался наброситься на обидчика. На завтра последует вызов на дуэль на пистолетах с 5 шагов на Черной речке, как Пушкин с Дантесом. Все замешанные чувствуют себя как на подмостках драматического театра и оставляют эмоциональные дневниковые записи, полные сплетен и слухов. Все трактуют события по-своему в соответствии со своими симпатиями и антипатиями. Очевидно было, что дуэль из-за Лили Дмитриевой. Эта молоденькая учительница и начинающая поэтесса была подругой Макса Волошина, и, собственно, поэтому она вообще была вхожа в литературные круги. Говорили, что прошлым летом у нее был короткий роман с Гумилевым. Говорили, что она его отвергла. Говорили также, что Гумилев так и не смирился с этим. И когда она ему в очередной раз отказала, оскорбил ее публично. И Волошин, конечно, бросился за нее заступаться,
Несмотря на то, что у Лили вообще-то был еще и жених, про которого постоянно забывали, потому что он не был поэтом, а был он инженером. А вообще многим казалось ужасно странным, что из-за такой невзрачной полненькой девицы, никак себя не зарекомендовавшей и подрабатывавшей переводами для Аполлона, потому что стихи ее Маковский печатать не хотел. Видные поэты начали вести себя как малые дети. Но несмотря на абсурдность ситуации и то, что на дворе 20 век, дуэль эта состоится. Возможно, в глазах участников все это выглядело как Безухов против Долохова, но на практике в голову приходит другой роман, еще не написанный «Ночь нежна». Барбан против Макиска. Жестокий циничный Гумилев, конкистадор, ударение сохранено, против увольня Волошина, не знавшего, какой конец у пистолета рабочий. К счастью, никто из дуэлянтов не пострадал, Гумилев стрелял в воздух, а у Макса случилось 2 осечки подряд, после чего секунданты свернули это мероприятие. Эффектной трагедии не получилось. Дуэль попала во все газеты, и они сделали из нее балаган. Главную роль начала играть галоша, забытая в снегу одним из секундантов. Весь Петербург покатывался над эпиграммой. На поединке в старь лилась кровь рекой, иной и жизнь свою терял, коль был поплоше. На поле чести нынешний герой теряет лишь галоши. Но, разумеется, каким бы трагикомическим посмешищем ни была эта дуэль для наблюдателей со стороны, для участников событий это было большое потрясение. Было много слез, истерик, незваных исповедей, попыток выговориться, оправдаться, объясниться. И где-то во всей этой преддуэльной суете виновница этой истории, Лиля Дмитриева, проговорилась одному заезжему пижону, что Черубина де Габриак – это она. По всей видимости, к концу ноября, когда состоялась дуэль, Таня Черубины стала уже секретом Полишинеля. Но Маковский оставался одним чуть ли не из последних людей в Питере, не знавшим правды. Михаил Кузьмин решился открыть ему глаза. Он принес ему листок с телефоном Дмитриевой и предложил позвонить и убедиться, что ответит Черубина. Маковский и разоблаченная Черубина договорились встретиться, и влюбленного редактора ожидал неприятный шок. Вот как он описывает свое впечатление от их встречи. Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная, темноволосая женщина с крупной головой, вздутым безмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива. Или это представлялось мне так по сравнению с образом красоты, что я выносил за эти месяцы? Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность. Вступала в свои права неутолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слез противно, и вместе с тем жаль было до слез ее, Черубину. В современных рассказах о Черубине де Габриак обычно цитируют это воспоминание Маковского, и в результате закрепилось мнение о том, что Елизавета Дмитриева, которую все звали Лиля, на самом деле была такой жалкой противоположностью своего блистательного альтер-эго. Нелепая, хромая, уродка, писавшая посредственные стихи и только обманом добившаяся внимания. Живое воплощение всех женских комплексов. Ну, еще, конечно, подозрение, что не она сама писала стихи Черубины, а это Макс Волошин все делал за нее. На мой взгляд, все это ужасно зло и несправедливо. Ну, во-первых, стихи она писала сама, это даже не обсуждается. Несмотря на обиду, Маковский повел себя тогда как джентльмен, посетовал, что не разглядел ее таланта раньше, и опубликовал стихотворение Дмитриевой под ее собственным именем в том же номере, в котором вышла последняя подборка Черубины де Габриак. Во-вторых, совершенно очевидно, что хоть она и не была похожа на блоковскую прекрасную даму, но уродиной она тоже не была, и в мужском внимании у нее недостатка не было. За нее только что стрелялись самые видные мужчины культурного горизонта. Хоть это и глупость неимоверная, но неравнодушием же эта глупость была вызвана. Она была очень симпатичной и обаятельной, и остроумной девушкой, без комплексов. В-третьих,
Вы помните, что Дмитриева писала пародии на Чарубину, так бесившие Чарубининых поклонников. У нас не сохранилось этих конкретных пародий, но сохранились другие ее пародии на ведущих поэтов-символистов. И я вам так скажу, стихи Чарубины не намного отличаются в своей модной патетике от пародий Дмитриевой на символистов. Вот как она передразнивала Блока. «Я насадил свой светлый рай и оградил высоким тыном, и за ограду невзначай приходит мать за керосином. Сын милый, где ты? Тишина. Над частым тыном солнце греет. Меня никто не пожалеет, я с керосином здесь одна. И медленно обходит мать мои сады, мои заветы. Ведь пережарятся котлеты, пора белье мне выжимать». Все тихо. Знает ли она, что сердце зреет за оградой, и что котлет тому не надо, кто выпил райского вина? Или еще лучше на Кузьмина. «Шуршали сестры, облака так пестры, на рояле братья, открой для них объятия. Мышь скрипит под полом, ты мне дорог и в виде голов». Меня не оставляет мысль, что Чарубина де Габриак была со стороны Дмитриевой одной большой пародией и плевком в лицо литературному истеблишменту, который считал себя контркультурой, но на практике был уже истеблишментом. Может быть, Макс Волошин, они с Максом задумывали Чарубину вместе, он действительно хотел создать женщину, которая была бы воплощением идеала и которая в то же время не могла бы разочаровать, так как ее не существовало. Но со стороны Лили это не была попытка стать кем-то, кто лучше нее. Это была почти что пародия. Я думаю, что она горько посмеялась над всей современной трендовой поэтической тусовкой. И я думаю, что именно поэтому читающая публика не простила ей Чарубину. Маленькая деталь. Помните, Маковский, охотясь за Чарубиной, как-то сунул Дворецкому взятку в 25 рублей. В это время Лиля Дмитриева жила на учительское жалование в 11 рублей в месяц. Гонорар, высланный Маковским на имя Чарубины де Габриак, она использует на покупку новых ботинок взамен пары рваных, которые ей пришлось носить на протяжении всей петербургской осени. Злопыхатели, описывавшие античарубину, никогда не забывали упомянуть, как плохо она была одета, какая она была нестильная, на 11 рублей в месяц. Она хромала, потому что еще в детстве заболела туберкулезом костей, и эта болезнь осталась с ней на всю жизнь. Если в этой мистификации и была доля злой мести, то это не была местью дурнушки поклонникам красавицы, а местью бедной трудящейся девушки, избалованной литературной элите. Ну, в общем, после разоблачения разразился скандал, который к тому же будет смешан с историей дуэли. В печати будут ерничать и возмущаться, и клеймить. При этом сама Елизавета Дмитриева была до глубины души потрясена дуэлью Волошина с Гумилевым и историей с Чарубиной, и без этого вот всего потока грязи на нее обрушившегося. И в результате она на несколько лет перестала писать стихи. Она уедет из Петербурга, порвет с артистической тусовкой и выйдет замуж за своего верного жениха, инженера Всеволода Васильева. Она будет работать в театре и писать детские пьесы совместно с Самуилом Маршаком. Она увлечется антропософией и будет за это уже выслана, уже при советской власти, в Ташкент. И там, в последний год своей жизни, она умрет в 41 год, в 1928. По предложению близкого друга последних лет, китаиста Юлиана Шутского, она создаст еще одну литературную мистификацию. Цикл семистиший «Домик под грушевым деревом», написанных от имени философа Ли Сяньци, сосланного на чужбину за веру в бессмертие человеческого духа. И сон один припомнился мне вдруг. Я бабочкой летала над цветами. Я помню ясно, был зеленый луг, и чашечки цветов горели, словно пламя. Смотрю теперь на мир открытыми глазами. Но, может быть, сама я стала сном для бабочки, летящей над цветком. И это была история Чарубины де Габриак. Спасибо вам большое за внимание.
Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, если вам понравился этот рассказ. Всего вам доброго. До свидания.